И хай, народ, у аппарата, как всегда, неизменный его ведущий, я Дэнфоб. И давненько мы с вами не виделись. Да, у меня был небольшой такой перерывчик, и поэтому продолжаем ходить в строй и в этот определенный график. У нас появилась свежая информация, выложили ее как и в Телеграме, в Тайни Бане, и в сообществе группе ВКонтакте Тайни Бани тоже эту же информацию выложили. Она, конечно же, идентична, но в этот раз просто я был в Телеграме, и ее я увидел именно там. Вышла информация 3 февраля, ну и поэтому давайте приступим к изучению данной информации. Ну и я по вам соскучился, как вы по мне? Если же да, то поставьте лайк и напишите любой совершенно комментарий. Вам не трудно, а мне приятно. Ну и для новых зрителей рекомендую подписаться на канал, поставить на колокольчик и поделиться этим видеороликом. Ну а я начинаю, погнали. Долгожданная новость по Зайчику. Разработка 5-го эпизода новеллы «Зайчик» продолжается. На данный момент в коде содержится 12427 строк, и это далеко не конец. Для сравнения, в первом эпизоде было всего лишь 4517 строк кода. В 5-м эпизоде срабатывают все последние ваши выборы, а их было немало, соответственно, концовок будет много. Финальный эпизод ответит все вопросы, поэтому, чтобы сохранить интригу, сегодня мы снова ничего связанного с сюжетом не расскажем. Лучше вы сами все увидите своими глазами. ПС, счетчик процентов готовности откроется в конце февраля. И на этом у нас информация заканчивается, поскольку какой-то либо другой информации я, скорее всего, вам уже ее рассказывал и показывал. Но это самая последняя новость от разработчиков Тайни Бани. Хоть что-то мы имеем на данный момент. И это не может не радовать, поскольку долгое молчание, новогодние праздники уже давно закончились, а они нам толком ничего и не говорят. А сейчас, 3 февраля, вышла, наконец-таки, хоть какая-то информация, касающаяся 5-го эпизода. И поэтому это не может не радовать абсолютно всех фанатов, да и те, кто не фанатеет по игре, а просто проходят игру ради просмотров и как бы дальше не хотят вникать. Ну а мы же с вами преданные фанаты данной франшизы и хотим знать, живы вообще ли там разработчики или же нет, или забросили ли они проект или нет. Нет, скорее всего, проект дойдет до конца, как они и планируют, но, естественно, как они говорили, что к 2022 году или 2023 были грандиозные планы. Я помню то, что вся игра выйдет полностью. Но поспешишь, людей не смешишь. Не правда ли же? Они поспешили, строили большие планы, но по итогу все пошло не так, как хотелось. Мы их за это не виним, они не виноваты. Думали, конечно же, будет легче, но ситуация, что происходило тогда с ковидом, повлияла. И прочее, то, что вот сейчас происходит. Не буду, конечно же, я рассказывать то, что происходит, все прекрасно это знают. И поэтому мы пожелаем успеха разработчикам игры, лишь бы игра побыстрее бы вышла, качественная, хорошая. Вообще, я за то, чтобы игра была намного сильно качественной, понравилась абсолютно всем. Я думаю, то, что у нас будет, скорее всего, концовка happy end, то есть счастливая концовка, то есть все будут живы и счастливы, и у всех будет все хорошо. Скорее всего, это будет, поскольку даже много концовок обещано, скорее всего, будет и плохая концовка именно со всего сюжета, или там наполовину хорошая и не очень хорошая. Или же, например, прям вообще просто сказка, такого тоже не может быть. Может это тоже и произойти. Я согласен дать разработчикам столько времени, сколько им и нужно. Кто поддерживает меня, напишите в комментариях «согласен». Это будет кодовое слово, то, что вы досмотрели видеоролик до этого момента. Я поставлю вам лайк от себя эксклюзивно от автора канала. Поскольку разработчики тоже торопятся, но и их надо понять, им нужно дать то время, которое они считают нужным. Они, то есть, сделают то, что хотят,
и сделать так, как надо, чтобы нам понравилось. А если их все время торопить, я понимаю их, насколько им тяжело на данный момент. Во-первых, нужно выбрать актеров на определенную роль, или же там дать им озвучить тот или иной сценарий, например, у актера болезнь, или он, например, сейчас вообще отдыхает за границей. Все может быть. И поэтому я согласен дать им столько времени, сколько они считают себе же нужным. Поэтому пусть они не торопятся, чтобы игра была очень качественной. Я считаю, пусть они не торопятся сделать то, что как считают нужным. То есть качественно, спокойно, не агрессивно, и потом они все же сами проверят, посчитают это хорошо исполненно, и то, что народу это зайдет. Я думаю, то, что в конце выхода игры, возможно, мы больше и больше будем замечать мерча, например, даже в самом обычном магазине 24 часа продукты. Ну, просто-напросто какие-то скибиди-туалеты или еще какая-то дребедень, которая делается за бугром. У нас уже, я вижу, китайские игрушки уже вовсю лежат на прилавках, которые покупают дети, выпрашивая у родителей денег на это или дать купить. Поскольку наш проект, я считаю, должен быть замечен. И мерч лучше видеть по нашему проекту, чем по заграничному. Да, согласен, заграничные проекты более-менее интересны, прогрессивнее, и то есть поэтому мы видим на полках, например, их игрушки, фигурки и прочие, там, майки и так далее. Но и Tiny Bunny, я считаю, тоже должен себя проявить, и тоже мы должны видеть какие-то там фигурки и так далее. Поскольку они есть, но они дорогие, немногие могут купить себе, ну и просто-напросто данные фигурки, например, не делают, то есть, такого качества, чтобы, например, ребенок себе мог позволить. Ну и, во-первых, игра теперь, как вы знаете, 18+. Они не могут просто взять, обычно дети, и поиграть. Ну хотя мы, во-первых, сейчас в 21 веке, и все возможно, поскольку дети уже вовсю знают эту игру. И да, еще одна новость. У Tiny Bunny появилась вот такая вот, как раньше были олдовое время, вспоминаю, то есть такие картинки-переливашки. Они сделали картинку с Алисой, то есть смотрите, вот видео, открытка-переливашка, то есть у нас есть Алиса обычная и ее темная сторона. И Tiny Bunny и надпись «Зайчик» меняется, все в зависимости от наклона. Мне очень понравилось, выглядит очень круто. И задумка такая, конечно, олдовая, мне прям олдскул свело, но молодцы. Они стараются что-то делать для фанатов, и в принципе молодцы. Вот это вот в принципе все новинки, которые я смог обнаружить для нас, обычных фанатов. Ну, а на этом у меня, ребят, для вас все. Вся информацию, которую смог я раздобыть, я вам ее рассказал и показал. С вас по классике, как всегда, лайк, коммент, подписка. Ну и поделиться видеороликом с другом. Вам не трудно, а мне приятно. Давненько не было меня, надеюсь, больше не буду пропадать. Всем удачи и всем покеда.